Всем здравствуйте! Перед началом ролика хочу выразить огромную благодарность за такой ебанутый актив под прошлым роликом. Мне было очень приятно. Давайте не будем терять хват и на этом видео наберем тоже хороший актив. Если соберете 150 лайков, то новый ролик выйдет сразу после этой отметки. Также не забывайте писать в комментариях, что я забыл, или задавайте вопросы. Я постараюсь на все ответить. Также вы можете вернуться на это видео через время и рассказать о своих успехах. Я буду вами гордиться. Что ж, а теперь к сути видео. В данном видеоролике я дам полный гайд на Вескера. Видос будет идти по хронометражу карьерной лестницы. То есть сначала я буду объяснять базу, которую нужно знать новичкам, и далее по возрастанию сложности. Кстати, недавно я начал стримить на Твиче. Все анонсы о стримах будут в Телеграме. Если не хотите пропустить, рекомендую подписаться. Показываю один раз. Учитесь, пока я живой, сука. Вот вам небольшой эдит перед обучением, чтобы замотивировать вас, но я вам желаю приятного просмотра. I'm the one who gonna tell you what the fuck to do. Swing the exo face, it's gonna split your head to two. Speed it up, the speed is fuck, you better fucking run. Pull out to get the lid, split the blood, it tastes like rum. Stepping out the function, I see double, ain't no trouble. All I do is stumble, can you hear me fucking mumble? I just got the blended, so we sticking on my mind. You so weak, I hear you speak, I see it in your eyes. Can you tell the Fred is pissing, you gon' meet the match. Can't deny what this implies, that you gon' fucking die. Running out of breath, I think it's just gon' take some time. Take a look back at your motherfucking life. Got a baddest bitch and I just got a baddest clock. Cocked it back one time and now your bitch is on my cock. Got your body cold, I'm gonna lock the cellar door. Dark like Darko, I'm so psycho, what is going on? Got a baddest bitch and I just got a baddest clock. Cocked it back one time and now your bitch is on my cock. Got your body cold, I'm gonna lock the cellar door. Dark like Darko, I'm so psycho, what is going on? Итак, я не буду повторно объяснять суть трюков и терминов, которые буду использовать в дальнейшем, так что если вы новичок и не смотрели предыдущий ролик, сначала посмотрите его, чтобы улавливать контекст, ссылка в описании. Думаю, стоит начать с самых базовых знаний про Вескера. Его скорость составляет 4,6 метров в секунду, а радиус террора ни много ни мало аж 40 метров. Рост обычный. Его обилка это 2 рывка. Первый короткий, второй подлиннее, за исключением этого аддона. Между рывками скорость Вескера составляет 2,76 метра в секунду, а во время зарядки обилки 3,68. Также во время полета в самой обилке скорость Вескера составляет 14 метров в секунду. Время зарядки обилки составляет 1,5 секунды, а откат одного рывка занимает 6 секунд. Однако время сокращается на 0,5 секунды за каждого зараженного выжившего. Также стоит упомянуть, что если выживший достиг красного заражения, он получит замедление на 4%, а также ваншот, если вы схватите его обилкой. Теперь перейдем к выбору аддонов, ведь их вы выбираете перед тем, как залететь в игру. Если вы собираетесь активно мейнить Вескера и делать все трюки, то вам обязательно нужно взять рацию. Вторым аддоном можете взять либо перчатки, либо яйцо. Но на ранних этапах я рекомендую сначала привыкнуть к времени между рывками без яйца, чтобы в дальнейшем не было трудностей, если захотите поменять аддон. Если же вы собираетесь просто иногда поигрывать на Вескере, то вам подойдут перчатки и яйцо. Теперь к перкам. Самый базовый и дефолтный билд на Вескера это чертик, розыгрыш, зверская сила и секущий крюк резонанс боли. 2 перка на гены и 2 на погоню. Вполне оптимально, учитывая, что Вескер достаточно мобильный, но и при этом не пролетает всю карту как мор. Можно заменить некоторые перки, например, секущий на барбекю или чертик на мрачку, тут уже как вам удобнее. Итак, в дальнейшем я буду рассказывать, что делать мейнерам и дефолтным игрокам на этом киллере. Если вы не собираетесь мейнить Вескера и пошли играть без рации, то вот вам первый несложный трюк, который вы должны знать. Ребаунд. Представим ситуацию. Вы заняли палету и вам надо закрыть сурва, который крутит эту же палету. Но как это сделать без коктека и прочей бурды? Для этого нам нужен этот трюк. Мы начинаем заряжать обилку и идем спиной к сурву, чтобы он начал бежать в противоположную сторону от вас. Это нам и надо. В момент, когда мы подпустим сурва близко к другому краю пятака, мы нажимаем первый блинк и на неожиданности сокращаем дистанцию. Потом прожимаем второй и спокойно даем хит. Это самый простой ребаунд на Вескере, но если сурв стоит в палетке, его тоже можно закрыть. Главное ввести сурва в заблуждение и смотреть влево-вправо, чтобы он не мог понять, куда вы дадите первый блинк. Главное действовать уверенно и быстро. Последний случай подойдет и для мейнеров. Более того, я рекомендую им пользоваться по большей части мейнером, потому что у вас будет опыт и вы будете меньше промахиваться обилкой. А теперь я объясню, почему первый ребаунд не подойдет для мейнеров. Дело в том, что рация уменьшает расстояние первого блинка, а так как глизонирование сурва в нужную нам сторону предполагает, что нужно достаточно далеко отойти,
вам просто не хватит дистанции, и сурф успеет перебежать. Исключением являются палетки, которые можно закрыть хактеком вторым блинком. Кстати, давайте вкратце объясню, зачем мы взяли этот аддон. Дело в том, что сокращение первого блинка очень сильно упрощает тайминги в трюках по типу инста-хактека, поэтому лучше играть с ним. Следующее, что обязаны знать все игроки на этом киллере, это урабенд. По сути, это даже не трюк, а механика самого Вескера. В чем ее прикол? В момент, когда мы делаем рывок в сурва, мы должны начать поворачивать камеру в ту сторону, где есть текстурки для того, чтобы дать хит. Мало того, что это полезно, так еще и выглядит эффектно. Исключением является момент, когда вы швыряете сурва в край карты. В таком случае, если он ударится об стенку, то не успеет никуда перебежать, и вы сможете быстро его положить. Теперь перейдем к самим трюкам. По сути, базовые знания я вам дал. Будем идти по сложности. Важно, здесь не будет ребаунда, скинниберта и зейнтека, потому что про первый я рассказал только что. Второй был упомянут и объяснен в предыдущем ролике, а последний не так сильно полезен, так еще и делается очень тяжело, поэтому я его не тренировал и вам не советую этого делать. Думаю, нужно сразу упомянуть то, что вам нужно поставить лок на 90 FPS в настройках графики. Таким образом, теки и флики будут даваться проще, а визуальной разницы вы даже не заметите. Теперь к трюкам. Полет с ХГ. По сути, это самый легкий трюк из этого списка, ведь все, что вам нужно сделать, это прожать 2 раза Escape в момент нажатия рывка. Таким образом, у вас упадет FPS, и вы сможете пролететь вперед, вместо того, чтобы застрять на краю. Это также работает, если поднять камеру вверх, но не всегда. С Escape это работает гарантированно. Также стоит упомянуть, что это работает не только на ХГ, но еще и на лестницах и подобные ей текстурках. Хактек. Для того, чтобы сделать хактек, вам нужно подойти вплотную к текстурке и зарядить обилку. После чего отойти влево или вправо и, подходя к углу текстуры, нажать в тайминг рывок. Приблизительным ориентиром послужит момент перед исчезновением этой кнопки. На начальных этапах можно смотреть вниз, чтобы видеть угол и запоминать хитбоксы, если это текстурка по типу машины. Однако с опытом в этом будет все меньше необходимости. После того, как вы научились достаточно часто делать хактек первым рывком, старайтесь научиться делать его вторым. На словах это просто, но на деле от вас требуются очень четкие движения и скорость их воспроизведения, особенно если вы играете без яйца. А как я упомянул ранее, на начальных этапах лучше играть без него. Ведь после первого рывка Вескер скорее всего ударится об текстурку. Вам нужно будет успеть подойти вплотную, отойти в сторону и потом, не облажавшись, нажать в тайминг второй рывок. Не переживайте, если у вас не получается, это вполне нормально. Также в будущем вам стоит убедиться в отсутствии других текстур, находящихся перед вами, перед выполнением этого трюка. На начальных этапах это не так важно, если вы будете делать хактек первым рывком, однако зачастую хактек делается вторым, чтобы пролететь дальше и схватить сурва. Поэтому в будущем всегда анализируйте, где какие текстуры вам мешают. Объясню, как это работает. Когда вы делаете хактек, Вескер думает, что он летит по прямой. И если по этой самой прямой есть текстурка, в которую он в теории должен был врезаться, то он обязательно это сделает, ведь так устроена его обилка. Именно по этой причине стоит взять больший угол в некоторых текстурках, ведь из стены может выпирать что-то, что вас застопит. Инста-ребаунд. Хоть я и сказал, что ребаунда здесь не будет, этот весьма отличается от обычного, поэтому я решил рассказать про него подробнее. Чтобы его сделать, вам нужна вот такая текстурка, где есть стена слева и справа, находящиеся недалеко друг от друга. Отлично подойдет коробка или водонапорка на салоне. Для выполнения данного трюка нужно встать примерно так, чтобы после первого блинка вас откинуло в нужную вам сторону. Однако вы тоже должны в этом участвовать, нажимая А или Д в момент рывка, после чего вам нужно поймать тайминг для хактека и нажать второй блинк. Поздравляю, вы только что сделали инста-ребаунд, а потому мы переходим к следующему трюку. Слайд палеты. Думаю, кто-то из вас видел такое, что Вескер может прослайдить палету, которую сурф начал скидывать. Но вы точно не знали, что это можно использовать для закрытия сурва. Как это работает? Вам нужно нажать первый блинк в тот момент, когда руки сурва поднимаются вверх для скидывания палеты. Благодаря этому таймингу мы можем прослайдить палету и быстро оказаться на другой стороне, что значительно поможет в закрытии сурва, ведь он только недавно вышел из анимации. Порядок простой. Прослайдили, закрыли. Но применимо это не везде, а только в палетах, где слева или справа есть прямая текстурка. Инста-хактек. Итак, мы переходим на более тяжелые трюки. Для выполнения этого вам как раз таки нужна рация. Она не обязательна, но с ней проще. Что нужно делать? Сначала подходим к углу текстурки и начинаем активно выискивать самую вершину угла. Далее нужно отойти буквально чуть влево или чуть вправо, в зависимости от того, в какую сторону вы хотите хактекнуть. Допустим, мы отошли правее. Теперь нужно поставить камеру относительно этого угла, чтобы отходить ровно и не сбить маршрут. Далее мы начинаем отходить и одновременно с этим начинаем заряжать обилку, после чего, как только она зарядится, нужно сделать еще буквально шаг назад и затем уже нажимать первый блинк. В момент рывка вам нужно повернуть камеру влево, после чего нажать второй рывок в тайминг, либо просто спамить ЛКМ. Лично я как-то неосознанно делаю это в тайминг.
блинк. Однако спамить будет проще. Поначалу вы будете путаться, но затем запомните порядок. Лично я путался на моменте, когда нужно отойти в одну сторону, а камеру вертеть в другую. Поэтому я запоминал так. Отошел вправо, камеру влево и наоборот. На самом деле трюк сложен только из-за того, что вам нужно запомнить строгий порядок действий и делать все моментально. А также из-за тайминга первого блинка, который поначалу будет трудно освоить. Но потом, когда вы все поймете, он станет для вас очень легким. Bluetooth Hacktag. Самое простое объяснение, которое я могу вам дать, это тот же самый инста-ребаунд, только отличие в том, что текстурка, от которой вам нужно отскочить первым рывком, находится дальше от второй, а потому сделать это будет труднее, однако не невозможно. По сути все. Insta-Bluetooth Hacktag. Вот мы и подобрались к самому сложному трюку в этом видосе. Лично я уже больше месяца пытаюсь натренировать этот трюк, чтобы он получался чаще, но надеюсь, вам понадобится меньше времени на его освоение. Итак, что же нужно делать? Вообще, есть два варианта выполнения. Первый, как по мне, более сложный, но может быть кому-то он будет удобнее, поэтому расскажу про две вариации. Первый. Вам нужно вплотную подойти к текстурке и, повернувшись боком, начать отходить назад, после чего повернуться к текстурке и одновременно с этим начать заряжать обилку. После того, как она зарядится, можно сразу прожимать блинк и по принципу инста-хактека повернуть камеру в нужную сторону, после чего нажать второй блинк. На бумаге все просто, но на деле у меня ебать как много было вопросов, на которые я постараюсь ответить после того, как расскажу про вторую вариацию. Второй. Вы делаете все то же самое, только вместо того, чтобы поворачиваться боком, вы начинаете просто отходить влево или вправо, смотря перед собой, после чего все так же отходить назад и заряжать обилку. Отличие в том, что у вас больше контроля того, куда именно вы идете, но в таком случае тайминг нажатия первого рывка изменяется. За ориентир можно взять тайминг при инста-хактеке. Итак, во время тренировки этого трюка у вас может возникнуть много вопросов, как это было в моем случае, поэтому вот что нужно знать в первую очередь. Может ли быть такое, что я слишком сильно отойду влево и трюк не сработает? Нет, по сути дистанция отхода в сторону влияет только на тайминг первого рывка, поэтому не нужно переживать, что вы отходите как-то не так и из-за этого трюк не получается. Но я все же рекомендую отходить не слишком далеко. Чем этот трюк отличается от инста-хактека? Отличие в том, что он более удобен. Для инста-хактека нужны как бы идеальные условия. К примеру, чтобы рядом с пятаком не было текстурок, которые могут сбить тайминг и маршрут при отходе назад. Тут же порядок действий несколько отличается, а потому вы можете отойти чуть больше влево или вправо, тем самым не задев текстуры. Когда нужно прожимать второй блинк? Я вот нажимаю сразу и просто стоплюсь. Проблема может быть в том, что вы не успеваете поставить камеру нужным образом. В таком случае нужно либо уметь идеально фликать, либо совсем чуть-чуть повременить с нажатием второго рывка и довернуть камеру. Это, кстати, тоже очень сильно усложняет выполнение данного трюка. В каких текстурках это применимо? Во всех, где вы подходите вплотную к ровной поверхности. По сути, все. Но если у вас есть еще какие-то вопросы, можете смело задавать их в комментариях. Какой СВП? Что нахуй? Чтобы делать флики на вескере, вам нужно нажать второй блинк и увести мышку в сторону в момент появления вот этой кнопки. Удачи! Хоть я и сказал, что в этом видео скиниберта не будет, вот вам пару спотов, где можно его хорошо сделать. Что ж, ну а на этом все. Большое спасибо тебе за то, что дождался и посмотрел этот видеоролик. Я буду искренне рад, если это видео оказалось для тебя полезным и информативным. Если это так, то поставь, пожалуйста, лайк. Я очень сильно постарался над сценарием и над футажами для этого видео. До новых встреч.